Таинственный особняк. Оноре де Бальзак. Примерно в 100 ярдах от города Вандома, на самом берегу Луары, стоит старый серый дом под очень высокой двускатной крышей. Он расположен настолько уединенно, что поблизости нет ни кожевенных мастерских, ни убогих постоялых дворов, какие обычно встречаются при въезде в небольшие города. Перед этим зданием, выходящим окнами на реку, разбит сад. Когда-то аккуратно подстриженные самшитовые бордюры, обрамлявшие аллеи, теперь разрослись абсолютно свободно. Несколько ив, растущих у самой Луары, поднялись так же быстро, как и живая изгородь, и теперь почти скрывают дом. Буйная сорная трава пышно украшает покатый берег. Плодовые деревья, за которыми не ухаживали последние 10 лет, больше не приносят урожая и превратились в густые заросли. Деревья, росшие вдоль стен, теперь напоминают дикий дикорастущий кустарник. Дорожки, когда-то засыпанные гравием, густо заросли мохом, хотя, говоря по правде, от них не осталось и следа. Лишь с вершины холма, где уцелели развалины старинного замка герцогов Вандомских, единственного места, откуда можно заглянуть за ограду, понимаешь, что в прежние времена этот участок земли был отрадой какого-нибудь провинциального дворянина. Он разводил розы и тюльпаны, увлекался садоводством и любил сочные плоды. Там все еще видна беседка, точнее, ее обломки, а в ней стол, который время еще не успело разрушить окончательно. Вид этого запущенного сада навевает мысли о тихих, незамысловатых радостях провинциальной жизни. Точно так же по надписи на надгробии можно восстановить судьбу почтенного горожанина. И словно для того, чтобы дополнить светлую грусть, наполняющую душу, на одной из стен виднеются солнечные часы со стандартной христианской надписью «Помни о последнем своем часе». Крыша этого дома ужасно обветшала, ставни всегда закрыты, балконы усыпаны ласточкиными гнездами, а двери постоянно заперты. В трещинах ступеней сорняки провели зеленые полосы, а засовы покрылись ржавчиной. Солнце, луна, зимняя стужа, летний зной и снег испортили деревянные панели, покоробили доски и разъели краску. Мрачную тишину, царящую здесь, нарушают только птицы, кошки, стрижи, крысы и мыши, которые свободно бегают повсюду, дерутся и поедают друг друга. Кажется, будто невидимая рука повсюду начертала слово «тайна». Если любопытство заставит вас взглянуть на этот дом со стороны дороги, вы увидите большие ворота, изрешеченные дырами местными мальчишками. Позже я узнал, что эти ворота заперты уже 10 лет. Через пробоины, проделанные детьми, можно заметить, что между фасадом со стороны сада и фасадом со стороны двора царит полная гармония. И там, и здесь господствует одинаковое запустение. Пучки сорной травы обрамляют камни мостовой. Огромные трещины изрезали стены, вокруг почерневших карнизов которых вьются гирлянды на стеннице. Ступени расшатались, проволока от звонка заржавела, а водосточные трубы лопнули. Какой небесный огонь испепелил это место? Какой суд повелел засыпать солью это жилище? Была ли здесь произнесена хула на Бога или предана Франция? Эти вопросы мы задаем себе, но не получаем ответа от ползучих гадов, обитающих в этих развалинах. Пустой и заброшенный дом — это гигантская загадка, ключ которой утерян. В прежние времена это было небольшое поместье и носило название Великая Бретиш. Я понял, что был не единственным человеком, кому моя добрая хозяйка доверила секрет, хранителем которого я должен был стать, и приготовился слушать. «Сударь», — сказала она, когда император прислал сюда испанских военнопленных и прочих лиц, правительство поставило мне на квартиру молодого испанца, отправленного в Вандом под честное слово. Несмотря на это самое честное слово,
он каждый день ходил отмечаться к супрефекту. Он был испанским грандом. Ни больше, ни меньше. Его фамилия оканчивалась на «ос» и «диа», что-то вроде Бургас де Фередия. Его имя записано у меня в книгах, если хотите, можете почитать. Но он был красивым юношей для испанца, ведь говорят, что они все дурнушки. Ростом он был всего 5 футов и нескольких дюймов, но отменно сложен, у него были маленькие холеные ручки, за которыми он так ухаживал. Ах, вы бы только видели. Щеток для рук у него было не меньше, чем у женщины для всего ее туалета. У него были густые черные волосы, огненный взгляд, а кожа немного бронзовая, но мне такой вид очень нравился. Он носил самое тонкое белье, какое я только видела на ком-либо, хотя у меня останавливались и принцессы, и, среди прочих, генерал Бертран, герцог и герцогиня де Абрантес, господин Дикас и сам король Испании. Ел он немного, но его манеры были настолько вежливы и любезны, что на него невозможно было сердиться. Я его очень любила, хотя он и 4 слов за день не выговаривал, и поддержать с ним разговор было просто невозможно. Ведь если вы к нему обращались, он не отвечал. Это была их общая прихоть, пунктик, как я слышала. Он читал свой требник, как священник, регулярно ходил к обедне и на все службы. И где же он сидел? В 2 шагах от капеллы госпожи де Мерры. Когда он занял это место в первый раз, как только пришел в церковь, никто и не заподозрил у него никаких намерений. К тому же он никогда не поднимал глаз от молитвенника, бедный юноша. После этого, сударь, по вечерам он гулял по горам, среди развалин замка. Это было единственным развлечением бедняги, оно напоминало ему о родине. Говорят, Испания сплошь состоит из гор. С самого начала своего заточения он возвращался поздно. Я беспокоилась, когда замечала, что он не приходил домой до полуночи, но потом мы привыкли к этой его странности. Он забрал ключ от двери, и мы перестали его ждать. Он жил в нашем доме на улице Казарм. А потом один из наших конюхов рассказал нам, что вечером, когда он водил лошадей на водопой, ему показалось, будто он видел, как испанский грант плыл далеко по реке, словно живая рыба. Когда он вернулся, я сказала ему быть осторожнее в камышах, он, кажется, досадовал, что его увидели в воде. Наконец, в один из дней, а точнее, одним утром, мы не нашли его в комнате, он не вернулся. Обыскав все вокруг, я нашла записку в выдвижном ящике стола, где лежали 50 испанских золотых монет, которые называются дублонами и стоили около 5000 франков, а также бриллианты на 10 000 франков в маленькой запечатанной шкатулке. В записке говорилось, что если он не вернется, то оставляет нам эти деньги и бриллианты с условием, что мы оплатим мессы в благодарность Богу за его спасение и за упокой его души. В те дни моего мужа еще не забрали от меня, он поспешил искать его повсюду. А теперь самое странное в этой истории. Он принес домой одежду испанца, которую нашел под большим камнем в каком-то свайном сооружении у реки, неподалеку от замка, прямо напротив Великой Бретиш. Мой муж пошел туда так рано, что никто его не видел. Прочитав письмо, он сжег одежду, и, согласно воле графа Федерия, мы объявили, что тот бежал. Супрефект отправил на его поиски всю жандармерию, но, бац! Его так и не поймали. Ле посчитал, что испанец утонул. Я же, сударь, так не думаю, я больше склонна верить, что он был как-то замешан в истории госпожи де Мерры, учитывая, что Розали рассказывала мне, будто распятие, которым так дорожила ее хозяйка, да так, что повелела похоронить его вместе с собой, было из черного дерева и серебра. А ведь в самом начале своего пребывания здесь у господина де Федерия было распятие из черного дерева и серебра, которого я позже у него никогда не видела.
Скажите, сударь, как по-вашему, правда ведь, что мне ни о чем беспокоиться из-за этих 15 тысяч франков испанца и что я имею на них полное право? Разумеется, но вы не пытались расспросить Розали? Спросил я. А да, конечно, сударь, но все без толку. Эта девка словно каменная стена. Она что-то знает, но заставить ее говорить невозможно. Поменявшись со мной еще несколькими словами, хозяйка оставила меня во власти смутных и мрачных мыслей, романтического любопытства и какого-то религиозного трепета, очень похожего на то глубокое впечатление, которое охватывает нас, когда ночью, входя в темную церковь, мы замечаем тусклый огонек под высокими сводами, мимо скользит туманная фигура. Слышится шорох платья или рясы, и мы вздрагиваем. Внезапно Великая Бретиш с ее высокими сорняками, заколоченными окнами, ржавыми железными решетками, запертыми дверями и заброшенными покоями предстала передо мной словно фантастическое привидение. Я попытался проникнуть в это таинственное жилище и найти развязку его мрачной истории, драмы, погубившей 3 человек. В моих глазах Розали стала самым интересным лицом во всем Вандоме. Внимательно наблюдая за ней, я обнаружил следы тайной заботы, несмотря на цветущее здоровье, пылавшее на ее круглолицем лице. В ней таился зародыш раскаяния или надежды, ее осанка выдавала тайну, подобно осанке ханжи, чрезмерно усердно молящейся, или матери-убийцы, которой непрестанно слышится предсмертный крик ее ребенка. И все же ее манеры были просты и простодушны, ее невинная улыбка не имела ничего общего с улыбкой преступницы, и если бы вы только могли видеть большой косыночный плат, обнимавший ее пышный бюст, стянутый лилово-голубым хлопчатобумажным платьем, вы бы непременно сочли ее невинной. «Нет», — подумал я не уеду из Вандома, не узнав историю Великой Бретиш. Чтобы добиться своего, я, если потребуется, завяжу дружбу с Розали. «Розали», — сказал я как-то вечером. «Что вам угодно, сударь? Вы не замужем?» Она слегка вздрогнула. Я легко найду себе мужа, когда мне захочется стать несчастной», — ответила она со смехом. Она быстро оправилась от смущения, ведь все женщины, от знатной дамы до трактирной служанки, обладают лишь им присущим хладнокровием. Вы слишком хороши собой и привлекательны, чтобы испытывать недостаток в поклонниках. Но скажите мне, Розали, почему вы пошли в служанки в гостиницу после того, как ушли от госпожи де Мерры? Разве она ничего не оставила вам на жизнь? Да. Но, сударь, мое место лучшее во всем Вандоме. Этот ответ был из тех, что судьи и адвокаты называют уклончивыми. Розали казалась мне расположенной в этой романтической истории подобно ладье на шахматной доске. Она находилась в самом сердце истины и главного интереса. Казалось, она сама была вплетена в этот узел. Завоевание Розали больше не могло быть обычной осадой, в этой девушке сосредоточилась последняя глава романа, поэтому с этого момента Розали стала предметом моих самых пристальных забот. Однажды утром я сказал Розали: «Расскажи мне все, что ты знаешь о госпоже де Мерры». Ответила она в ужасе. «Не просите меня об этом, господин Арас». Ее хорошенькое личико осунулось, яркий свежий румянец сошел, а глаза утратили свое невинное сияние. «Что ж», — сказала она наконец, — «если вам так угодно, я расскажу вам об этом, но обещайте хранить мою тайну». «По рукам». «Моя дорогая, я буду беречь твой секрет с честью вора, а это самая верная честь на свете». Если бы я попытался точно передать все пространное красноречие Розали, для этого едва ли хватило бы целого тома, поэтому я изложу ее рассказ вкратце. Комната, которую занимала госпожа де Мерры в Бретиш, находилась на 1-м этаже. Небольшой чулан глубиной около 4 футов,
обустроенный в толще стены, служил ей гардеробом. За 3 месяца до того памятного вечера, о котором я собираюсь рассказать, госпожа де Мерре была настолько тяжело нездорова, что муж оставил ее одну в ее собственных покоях, а сам занял другие на 2-м этаже. По одной из тех случайностей, которые невозможно предвидеть, он вернулся домой из клуба, где имел обыкновение читать газеты и обсуждать политику с местными жителями, на 2 часа позже обычного. Жена полагала, что он уже дома, лежит в постели и спит. Однако вторжение во Францию стало предметом весьма оживленной дискуссии. Бильярдная партия выдалась захватывающей, и он проиграл 40 франков, огромную сумму для Вандома, где каждый бережет копейку и где нравы ограничены рамками похвальной скромности, которая, возможно, и является источником настоящего счастья, недоступного парижанам. Уже некоторое время господин де Мерре ограничивался тем, что спрашивал у Розали, легла ли его жена спать, и при ее ответе, всегда утвердительном, сразу же отправлялся в свою комнату с благодушным настроением, порожденным привычкой и доверием. Войдя в дом, он забрал себе в голову пойти и рассказать жене о своей неудаче, быть может, ради собственного утешения. За обедом он нашел госпожу де Мерре весьма кокетливо одетой. По пути в клуб ему пришло в голову, что к жене вернулось здоровье и что выздоровление прибавило ей красоты. Он, как это водится у мужей, с некоторым опозданием сделал это открытие. Вместо того, чтобы позвать Розали, которая как раз была занята тем, что наблюдала, как повар и кучер играют сложную партию в бриск, господин де Мерре направился в комнату жены при свете фонаря, который он поставил на 1-ю ступеньку лестницы. Его ни с чем не сравнимые шаги разнеслись под сводами коридора. В тот момент, когда граф повернул ручку двери своей жены, ему показалось, будто он услышал, как захлопнулась дверь того самого чулана, о котором я говорил, но когда он вошел, госпожа де Мерре была одна перед камином. Муж простодушно подумал, что в чулане находится Розали, однако подозрение, звеневшее у него в ушах, заставило его насторожиться. Он посмотрел на жену и увидел в ее глазах некое дикое и загнанное выражение. «Ты очень поздно», — сказала она. Ее обычно чистый и нежный голос показался ему измененным. Господин де Мерре не ответил, потому что в этот момент вошла Розали. Это стало для него громовым ударом. Он зашагал по комнате, переходя от одного окна к другому механическими движениями, скрестив руки на груди. «Ты получил дурные вести или плохо себя чувствуешь?» Робко спросила жена, пока Розали раздевала ее. Он хранил молчание. «Можешь идти», — сказала госпожа де Мерре служанке, «я сама закручу волосы в попельотке». По выражению лица мужа она предчувствовала беду и хотела остаться с ним наедине. Когда Розали ушла или сделала вид, что ушла, ведь она простояла в коридоре несколько минут, господин де Мерре подошел к жене, встал перед ней и холодно сказал: «Сударыня, в вашем чулане кто-то есть». Она спокойно посмотрела на мужа и просто ответила: «Нет, сударь». Этот ответ был мучителен для господина де Мерре, он не поверил ему. И все же жена никогда не казалась ему более чистой и святой, чем в то мгновение. Он поднялся, чтобы открыть дверь чулана, госпожа де Мерре взяла его за руку, посмотрела на него с тоской и сказала голосом, выдававшим необычайное волнение: «Если вы никого там не найдете, помните, между нами все кончено». Чрезвычайное достоинство в осанке жены вернуло графу глубокое уважение к ней и вдохновило его на одно из тех решений, которым не хватает лишь более широкой сцены, чтобы стать бессмертными. «Нет, Жозефина», — сказал он, — «я не пойду туда. В любом случае это разлучит нас навсегда. Послушай меня, я знаю, как чиста твоя душа и как праведна твоя жизнь. Ты не совершила бы смертельного греха ради спасения собственной жизни.
При этих словах госпожа де Мерре устремила блуждающий взор на мужа. «Вот, возьми свое распятие», — добавил он. «Поклянись мне перед Богом, что там никого нет, я поверю тебе и никогда не открою эту дверь». Госпожа де Мерре взяла распятие и произнесла: «Я клянусь». «Громче», — сказал муж, — «и повтори, я клянусь перед Богом, что в этом чулане никого нет». Она спокойно повторила эту фразу. «Этого достаточно», — холодно произнес господин де Мерре. После минуты молчания он добавил: «Я никогда раньше не видел этой хорошенькой безделушки». Он разглядывал распятие из черного дерева, украшенное серебряной инкрустацией и тончайшей резьбой. «Я найша его у Дювивии, он купил его у испанского монаха, когда пленные проходили через Вандом в прошлом году». «Ара», — сказал господин де Мерре, повесив распятие обратно на гвоздь, и позвонил. Розали не заставила себя долго ждать. Господин де Мерре быстро пошел ей навстречу, подвел к эркерному окну, выходившему в сад, и шепнул: «Слушай. Я знаю, что Горенфло хочет на тебе жениться, и бедность — единственная помеха. Ты говорила ему, что станешь его женой, если он найдет средства стать мастером-каменщиком. Что ж, поди и приведи его, скажи, чтобы он пришел сюда со своим мастерком и инструментами. Постарайся не разбудить в его доме никого, кроме него самого, его состояние превзойдет твои желания. Главное, уйдя из этой комнаты без болтовни, иначе». Он насупил брови. Розали уже собралась идти, но он окликнул ее. «На, возьми мой ключ от внутренней двери». «Жан!» — закричал затем господин де Мерре громовым голосом в коридоре. Жан, который был одновременно его кучером и доверенным слугой, бросил карточную игру и явился на зов. «Ложитесь все спать», — сказал хозяин, сделав ему знак подойти ближе, и граф добавил вполголоса: «Когда они все уснут, ты слышишь? Ты сойдешь вниз и доложишь мне». Господин де Мерре, не упускавший из виду свою жену все то время, пока отдавал приказания, спокойно вернулся к ней к камину и стал рассказывать о партии в бильярд и разговорах в клубе. Когда Розали вернулась, она застала господина и госпожу де Мерре за весьма дружелюбной беседой. Граф недавно отремонтировал все потолки в своих парадных комнатах на первом этаже. Строительный гипс трудно достать в Вандоме, перевозка значительно повышает его цену. Поэтому граф закупил его с запасом, прекрасно зная, что легко найдет покупателей на оставшиеся излишки. Это обстоятельство и натолкнуло его на замысел, который он собирался привести в исполнение. «Сударь, Горенфло пришел», — тихо сказала Розали. «Введи его», — громко ответил граф. Госпожа де Мерре слегка побледнела, увидав каменщика. «Горенфло», — сказал ее муж, — «поди принеси кирпичей из каретного сарая, да побольше, чтобы заложить дверь этого чулана, а оставшимся гипсом ты оштукатуришь стену». Затем, отведя Розали и рабочего в сторону, он тихо произнес: «Слушай, Горенфло, сегодня ночью ты будешь спать здесь. Но завтра ты получишь паспорт за границу, в тот город, куда я тебя направлю. Я дам тебе 6000 франков на дорогу. Ты проживешь в том городе 10 лет. Если он тебе не понравится, сможешь обосноваться в другом, при условии, что он будет в той же стране. Ты поедешь через Париж, где будешь ждать меня. Там я нотариально оформлю на твое имя еще 6000 франков, которые будут выплачены тебе по возвращении, если ты выполнишь условия нашей сделки. Это плата за твое абсолютное молчание о том, что ты сделаешь сегодня ночью. Что до тебя, Розали, я дам тебе 10 000 франков в день твоей свадьбы, при условии, что ты выйдешь за Горенфло, но если вы хотите пожениться, вы должны держать язык за зубами,
иначе никакого приданого. «Розали», — сказала госпожа де Мерры, — «причеши меня». Муж спокойно прохаживался взад и вперед, наблюдая за дверью, каменщиком и женой, но не выдавая никаких оскорбительных подозрений. Госпожа де Мерры выбрала момент, когда рабочий выгружал кирпичи, а ее муж находился в другом конце комнаты, чтобы шепнуть Розали. 1000 франков пожизненного дохода тебе, дитя мое, если ты сможешь сказать Гринфло, чтобы он оставил щель в самом низу. Затем громко и невозмутимо добавила: «Иди помоги ему». Господин и госпожа де Мерры хранили молчание все то время, пока Гринфло закладывал дверь кирпичом. Это молчание со стороны мужа, не желавшего давать жене повод для двусмысленных намеков, имело свой расчет, со стороны же госпожи де Мерры оно было проявлением либо гордости, либо осторожности. Когда стена была возведена примерно наполовину, хитрый рабочий воспользовался моментом, пока граф стоял к нему спиной, и ударил мастерком по одному из стеклянных оконцев дверцы чулана. Этот знак дал понять госпоже де Мерры, что Розали поговорила с Гринфло. Тогда все трое увидели мужское лицо, оно было темным и мрачным, с черными волосами и пылающим взором. Прежде чем ее муж успел повернуться, бедная женщина успела подать незнакомцу знак, означавший «надейся». В 4 часа утра, перед самым рассветом, а шел сентябрь месяц, работа была завершена. Каменщика передали на попечение Жана, а господин де Мерры лег спать в комнате жены. Поднявшись на следующее утро, он беспечно произнес: «Черт возьми! Мне нужно сходить в мэрию за паспортом». Он надел шляпу, сделал пару шагов к двери, но передумал и взял распятие. Его жена затрепетала от радости. «Он идет к Дювивии», — подумала она. Едва граф вышел, госпожа де Мерры позвонила Розали и затем ужасным голосом закричала: «Мастерок, мастерок! И скорее за работу!» Я видела, как это делал Гринфло, мы успеем проделать дыру и снова все заделать. В мгновение ока Розали принесла хозяйке подобие кирки, и та с небывалым рвением принялась разрушать стену. Она уже выбила несколько кирпичей и готовилась нанести решительный удар, когда увидела за своей спиной господина де Мерры. Она лишилась чувств. «Положите сударыню на кровать», — холодно сказал граф. Он предвидел, что произойдет в его отсутствие, и устроил жене ловушку. Он просто написал мэру и послал за Дювивье. Ювелир прибыл как раз тогда, когда комнату привели в порядок. «Дювивье», — спросил граф, — «вы покупали распятие у испанцев, проходивших через наше место?» «Нет, сударь». «Этого достаточно, спасибо», — сказал он, посмотрев на жену словно тигр. «Жан», — добавил он, — «ты проследишь, чтобы мне подавали еду в комнату графини. Она больна, и я не оставлю ее, пока она не выздоровеет». Жестокий дворянин оставался подле жены в течение 20 дней. В самом начале, когда из замурованного чулана доносились звуки и Жозефина пыталась молить его о милосердии к умирающему незнакомцу, он отвечал, не давая ей вымолвить ни слова: «Вы поклялись на кресте, что там никого нет».